Всем доброго дня, с вами Катерина Ветрова. Согласитесь, что простынь на резинке – это удобнее и красивее, чем простая простынь. Сегодня я покажу, как я сшила простынь на резинке из обычной простыни, которую мне подарили. Вы можете купить ткань и сшить из нее. Для начала ткань нужно постирать и погладить. Если у вас готовая простынь, то подгибки нужно распороть, а у новой ткани обрезать кромки. И только после этого измерить точную ширину и длину сторон. И когда у нас есть размеры ткани, приступаем к раскрою. Допустим, у нас есть вот такой отрез ткани со сторонами 254 на 246. Вот у меня так. И мой матрас нестандартного размера 175 на 215. Нам нужно узнать высоту вот этой вот подгибки. Вертикальная часть. Ну, она вот тут будет одинаково, будет квадратик. Значит, берем вот эту часть. У нас 254 минус 215. Делим на 2, получаем 19,5. То есть вот тут вот этот кусочек у нас 19,5. Теперь снизу 246. Отнимаем 175, делим на 2, получаем 35,5. То есть здесь у нас выходит больше. Больше у нас здесь не может быть. Поэтому мы здесь ставим 19,5. И у нас вот здесь получится лишняя часть. Давайте посчитаем, сколько здесь. Как считать? 246 минус 19,5 с двух краев, то есть умноженное на 2, получаем 32. Тут есть два варианта дальше действий. Либо мы с этой стороны отрезаем 32 сантиметра и дальше приступаем к шитью, и у нас вертикальная часть простыни будет 19,5 сантиметров, ну минус подгибка. Если мало материала, если подгибка получается очень маленькой, можно отрезать отсюда часть и пришить ее вот сюда. Этого все равно не будет видно. То есть мы отрежем часть отсюда и добавим вот сюда. Можно потом это будет спрятать за изголовьем. Как посчитать размер вот этого кусочка, который мы отрежем вот отсюда? Значит, 32. У нас вот здесь еще съестся 2 сантиметра на шов. Минус 2 делим на 2. Получаем. Значит, у нас вот здесь добавится 15. И вот тут еще останется 15. Соответственно, вот здесь у нас будет не 19,5, а 19,5 плюс 15 поделить пополам, 7,5. То есть мы прибавим значительную часть к нашей вертикальной части. Для раскроя простыни в каждом углу отмерим квадрат со стороной вертикальной подгибки, которую мы рассчитали. У меня это 26 сантиметров. Это с учетом того кусочка, который я отрезала с одной стороны и пришила к другой. Можно сразу разметить припуск на шов и на подгибку низа. Теперь вырезаем квадрат с учетом припусков и сшиваем уголок. Уголок готов, теперь разметим место пришивания резинки. У меня это по 15 сантиметров с двух сторон от шва уголка. Теперь, не доходя 2-3 сантиметра до этой отметки, сделаем подгибку нижнего края. Заготовим резинки длиной примерно по 20 сантиметров. Теперь один из краев резинки нужно пришить к отметке.
Для этого отвернуть подгибку, приколоть и пришить зигзагом. Теперь с помощью булавки или шнуровдевателя продеть резинку в готовую часть подгибки. И пришить второй ее конец ко второй отметке. Когда таким образом готовы все 4 угла простыни, можно закончить подгибку по всему ее периметру. Вот такой аккуратный уголок получился. Вот так это выглядит на матрасе. Желаю всем хороших снов, с вами была Катерина Ветрова. Если вам понравилось это видео, предлагаю вам посмотреть и другие, а также подпишитесь на мой канал, чтобы быть в курсе новых выпусков. Всем пока!